Друзья мои, всем привет! С вами компания Pandaway. Мы находимся в самом центре Шэньчжэня, возле гостиницы Sheraton. И сегодня здесь будет проводиться ежегодная выставка автомобилей. Поехали! Находимся в гостинице Sheraton, и здесь на первом этаже расположилась автовыставка. К сожалению, эта выставка не такая масштабная, как проходила недавно в Шанхае. Мы ожидали немножечко большего, но тем не менее есть кое-какие модели, о которых мы хотим вам рассказать. Погнали! Первое, что нас встречает здесь, это BYD. Есть Tan и есть Han. Обзоры на эти автомобили у нас уже есть на канале, поэтому останавливаться на них мы не будем. Поехали дальше! Далее мы видим электромобили от компании Chery. Это маленький муравей, EQ5 и еще один маленький муравей. Опять же, на них есть обзор на нашем канале, поэтому останавливаться мы не будем. Поехали дальше. Ну и первым брендом, которого у нас нет на канале, является Yudo, модель P1. Официальная цена у него 107 тысяч юаней. Но прямо сегодня вы можете забрать ее за 80 тысяч юаней. Электромобиль проезжает 430 километров на одной зарядке. Мощность электромотора 55 киловатт, 170 ньютон-метров. Максимальная скорость 105 километров в час. Вроде неплохо, да? Давайте посмотрим, что находится внутри. Качество сборки желает лучшего. Ценник хороший, если бы конкуренты не дышали в спину. Эту модель, я думаю, можно сравнить с Changan E-Star, на который, опять же, есть ссылочка на нашем канале. Мы уже снимали. На мой взгляд, качество исполнения получше, побогаче, а ценник тот же самый. Ну и, как видим, не очень просторный салон. Поэтому переходим к следующей модели P3 E-Shock. Должна нас шокировать. Друзья мои, у этой модели уже акционных цен нету. Официальная цена 120 тысяч юаней в Китае. Запас хода у этой модели 401 километр по циклу NEDC. Двигатель 90 киловатт, крутящий момент 270 ньютон-метров. Максимальная скорость 140 километров в час. Заглянем в салон, посмотрим, стоит ли она своих денег. В этой модели есть два монитора и есть еще потайной скрытый третий монитор. Это ваш телефон. Смотрите, как реализовано данное решение. Очень оригинально и интересно. Раз. И у вас есть ваш личный навигатор, который удобно расположился за рулем. Качество сборки у этого автомобиля, который дороже, чем P1, осталось примерно то же самое. Ужасное качество дисплея, ужасные дешевые материалы. Если сравнивать с конкурентами, опять же, компания Yudo, скорее всего, не анализирует рынок своих конкурентов. Если бы они это делали, то наверняка бы обратили внимание на Chery Tiggo E, на который, опять же, есть обзор на нашем канале. Это конкурент, который имеет ту же самую цену, но качество материалов на порядок выше. Справедливости ради, стоит заметить то, что дизайн машины довольно неплохой. Очень интересный. Колеса, черные колеса, красные тормозные диски, такой спортивный, агрессивный дизайн и вместительный багажник довольно. Все это... Как он открывается? Все это могло бы иметь место быть, если бы не такая высокая цена. Скорее всего, производитель опустит цену, потому что, конкуренты дышат в спину. Ну а мы продолжаем съемку, идем дальше. Ну а следующим интересным брендом является Weltmeister. Модель EX5
о которой мы подробно расскажем в одном из наших следующих роликов. И новинка, о которой мы немножечко рассказываем сегодня, это W6. Здесь представлены два цвета. Вот такой красивый синий и фисташковый цвет. Ценник на данную модель начинается от 170 тысяч юаней. За эти деньги мы имеем 520 километров запаса хода по циклу NEDC, 160-киловаттный движок и 7,9 секунд до сотни. Вот это уже совсем другое дело. Не то, что некоторые, да? На эту машину мы также сделаем подробный обзор, но позже. А сейчас хочется сказать просто одно. Сделали они очень качественный автомобиль. Но есть конкуренты, такие как Chery EQ5 и Aion V, на которые тоже можно обратить внимание при выборе автомобиля. Поэтому подписываемся на наш канал и смотрим обзоры. А мы едем дальше. Ребята, рекламная пауза. Посмотрите, какие красоточки стоят, а? Красивые. Конечно, про машины. А ты про кого подумал? Многие из вас просили, чтобы мы посмотрели на европейские автомобили. Ну что же, немножечко отклонимся от нашего курса. Итак, компания Volkswagen, модель ID.4X. Этот автомобиль стоит 235 тысяч юаней. Проезжает 555 километров по циклу NEDC. Движок 150 киловатт и 310 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость 160 километров в час. Посмотрим, что внутри. Первое, что хочется отметить, удобство ручки. Сделали очень интересно, оригинально. Сиденье комфортное, посадка очень приятная. Качество сборки на высоте. Давайте посмотрим на задний ряд. Забегая вперед, скажу, что мне очень понравилось качество сидений на заднем ряду. Что спереди, что сзади, сиденье приятно обволакивает ваше тело, что, конечно же, вызывает восторг. Огромная панорамная крыша. Наверняка все это стоит 235 тысяч юаней. Но мы же говорим не только о хорошем, правильно? А что о плохом мы скажем? Все в этой машине хорошо, но прежде чем ее купить, конечно же, нужно обратить внимание на конкурентов. А кто у нас конкурент? Это BYD Tang EV, это Aion LX и Leapmotor C11. Хотя C11 рвет их всех и в ценовом диапазоне составляет конкуренцию предыдущему автомобилю, а именно Weltmeister W6. Ну а что, а мы едем дальше. Вуаля! BMW iX3. Ребята, 440 тысяч юаней. Фу, дорого. А что получаем за эти деньги? Всего лишь 500 километров запаса хода по циклу NEDC. Движок 210 киловатт и 400 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни 6,8 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Почему же такая цена? Возможно, она оправдывается убранством салона. Ну что, 440 тысяч юаней. Слушайте, ребят, сейчас мы сидели в Volkswagen iX4. Я вам скажу так, что качество салона у Volkswagen превосходит качество салона BMW. Друзья мои, я не знаю, с каким автомобилем можно сопоставить этот автомобиль. Мне кажется, у него просто нет конкуренции. Понимаете? Поэтому BMW ставит ценник такой, какой он захочет. Потому что конкурентов-то нету. Hongqi. Это президентский автомобиль? Нет. Президент не будет ездить на BMW iX3. Нельзя ставить рядом. Менеджеры компании BMW настолько обленились, что они даже не хотят активировать этот автомобиль. Мы попросили дать нам ключи и включить дисплей. Они говорят, нельзя. У всех можно, у них нельзя. Поэтому, да простят меня любители BMW, но этот автомобиль не конкурентоспособен на китайском рынке.
Ну что же, а мы едем дальше. Мы перешли к очередному стенду. Это компания Beijing, также BAIC. Это все одна и та же компания, просто разные суббренды. Начнем с самой дешевой. Это Beijing EC3. Официальная цена ее 74 тысячи юаней, но сегодня можно приобрести за 60 тысяч юаней. За эти деньги вы получаете автомобиль с запасом хода 300 километров. Двигатель не очень мощный, 45 киловатт. Ручная регулировка сидений. Здесь у нас, естественно, за такие деньги отсутствуют какие-то огромные панели. Тем не менее, есть приборная панель водителя. Нам сейчас даже активируют ее. Первый конкурент, которого мы можем сразу назвать, это E-Star. E-Star, конечно же, если брать цену без скидок, то E-Star бьет сразу его. Но если взять цену со скидкой, то здесь всплывает опять же E-Star, который у нас стоит 40 тысяч юаней. По оснащению, наверное, EC3 будет немножечко побогаче, ну и, соответственно, и ценник повыше. Честно говоря, это не совсем та модель, которую мы хотим сегодня посмотреть от компании BAIC или Beijing. Мы хотим посмотреть модель EX3. Вон ту. Эта модель уже поинтереснее. Стоимость повыше, 124 тысячи юаней, но проезжает уже 500 километров на одном заряде. Движок 160 киловатт и 300 ньютон-метров крутящего момента. Посмотрим, что внутри. За эти деньги у нас ручная регулировка сидений. Слушайте, ну это несерьезно. И даже нету регулировки по высоте. И автодоводчиков даже нету. Представляешь? Компания Beijing, наверное, думает, что если они называются компанией Пекин, столица Китая, то им можно такие оплошности допускать. Я думаю, нет. Я думаю, конкуренты вас за это накажут. И очень сильно накажут. Тем не менее, ребят, 124 тысячи юаней, 500 километров на одном заряде. Есть два дисплея. Дисплей, похоже, неактивный. Ну ладно. Качество отделки салона желает лучшего. Да, возможно, 2 года назад этот автомобиль вызвал бы фурор со своими 500 километрами запаса хода. Но 2021 год диктует совсем другие условия. В завершении нашего ролика будет интересный автомобиль, который вы скоро увидите. Вот он побьет этот автомобиль просто в пух и прах. Но сейчас это не наш вариант совсем. Поэтому идем дальше. Ребята, ну а сейчас я приглашаю вас к самому яркому стенду этой выставки. Это стенд компании Marvel. А почему он самый яркий? Да потому что здесь больше всего освещения. Погнали! Нихао! Marvel R и ER6. Marvel R. Это один из самых топовых концепт-каров прошлого года, который многие видели, который многим понравился и который многие хотели посмотреть изнутри. И сегодня есть такая возможность. Один из немногих автомобилей, которые имеют поддержку 5G. Данный автомобиль стоит 240 тысяч юаней. Проезжает на одном заряде 505 километров. Двигатель 137 киловатт и 410 ньютон-метров крутящего момента. А что мы видим внутри? А внутри, ребята, акустика Bose. И это все. Качество салона желает лучшего, я бы сказал. Он неплохой, но не на 240 тысяч юаней. Здесь есть автопилот, который можно докупить отдельно. Он будет стоить еще вам 30 тысяч юаней. То есть уже это будет 270 тысяч юаней. Есть огромный дисплей, который расположен под таким углом и наверняка будет бликовать на солнце. Возможно. Но есть интересная фишка. Заходим в кондиционер, поднимаем руку вверх, вот так, и у нас увеличивается скорость вентилятора. Влево уменьшается.
возможно, за эту функцию вы и переплачиваете такую сумму денег. Справедливости ради, ребят, хотелось бы заметить, что автомобиль красивый. Нарисовали они его очень интересно, очень красиво. Посадка удобная, но ценник завышен. Ценник завышен, и конкуренты, которыми опять же являются BYD Tang EV, которыми являются Aion GAC LX, мне кажется, они выигрывают. Ребят, ну не будем мы такими жестокими. Давайте все-таки дадим шанс этому бренду проявить себя и сделаем ему более полноценный обзор и тест-драйв. И, возможно, мы найдем такие фишки, за которые будет не жалко переплатить эту сумму денег. А сейчас мы двигаемся к следующей модели. Это ER6. А вот здесь уже совсем другое дело. Цена 160 тысяч юаней. Запас хода 620 километров. Движок 135, крутящий момент 280. А вот здесь уже интересно. Они нам деактивировали машину. 160 тысяч. Вот с этим я соглашусь. Запас хода большой. Материалы, качество материалов среднее. Есть два дисплея довольно неплохих. Я считаю, что все должно соответствовать цене и качеству. Тогда будет все красиво. В этой машине присутствует адаптивный круиз-контроль и есть устройство считывания знаков дорожных, что очень интересно. Из интересных фишек на заднем ряду у вас имеется панорамная крыша. Друзья мои, интересный вариант, интересный. Но опять же, есть конкуренты. А кто конкуренты? Это Geometria A в топе и Aion S. А так, имеет место быть. Едем дальше. Друзья мои, ну и подошли мы к финальному стенду этой выставки. Это GAC. Честно сказать, это один из наших любимых брендов в Китае. Для тех, кто не знает, автомобили компании GAC производятся на одном и том же заводе, где производятся автомобили марки Toyota. Здесь представлен автомобиль Aion V стоимостью 200 тысяч юаней. Запас хода 600 километров. Двигатель 135, крутящий момент 350. Компания GAC, мне кажется, делает соотношение цены-качества близким к идеальному. Автомобиль очень получился хороший. Мне сидеть здесь комфортно, но всегда есть свое но. Я сдвинул сиденье до максимума, и мое колено согнуто здесь. Как ехать в таком положении на длинные дистанции? Коленка ваша будет болеть и даст о себе знать. Это еще не все. Багажник здесь небольшой, совсем небольшой. Для таких габаритов автомобиля, ну, можно было как-то спроектировать его побольше. А где, на мой взгляд, инженеры допустили ошибку? В расположении заднего ряда сидений. Давайте посмотрим, что будет, если я сяду сам за собой. Друзья мои, если вы давно на нашем канале, вы знаете, что у меня длиннющие ноги, просто длиннющие. Сейчас я отодвинул это кресло до максимума. Все, это предел. Посмотрите, сколько у меня есть места. Это у человека с самыми длинными ногами в мире. Неужели нельзя было кресло чуть-чуть сдвинуть вперед, чтобы багажник получился более вместительный? В подтверждение моих слов, посмотрите, что происходит, если мы откидываем кресло, спинку. У нас опять же остается вот этот вот запас дистанции.
я бы сказал, ненужный. То есть проектировщики украли 10 сантиметров багажника в счет ненужного расстояния между сиденьем переднего пассажира и ногами заднего пассажира. Обычно мы измеряем объем багажника нашей условной единицей Антоха. И вот сейчас наш друг Антон замерит, какой объем этого багажника. Мне кажется, ему сейчас придавит голову. Да не бойся, Славик, я 100 раз так делал. Че, некомфортно тебе там было? Вообще, ужас какой. При таких габаритах этой машины, это должно был быть огромный багажник, а это нет. Краткий обзор этого автомобиля уже был на нашем канале, но тест-драйва, к сожалению, еще не было. Исправимся, сделаем. Ну и изюминкой этой выставки является автомобиль Ion Y. Стоимость данного автомобиля составляет 115 тысяч юаней. И за эту стоимость вы получаете автомобиль, который проезжает 500 километров на одной зарядке. 500. Двигатель 135 киловатт, крутящий момент 225 ньютон-метров. Да, крутящий момент маловат. Мне кажется, это идеальный семейный автомобиль. Сейчас мы с Антоном анализировали, и конкурентов данному автомобилю мы не нашли. Возможно, мы что-то где-то упустили. Поправьте в комментариях, если это так. Но за 115 тысяч юаней получить автомобиль, который проезжает 500 километров, то же самое, что и в Ion V, в этом автомобиле украли объем багажника. Украли расположением заднего ряда сидений. Он максимально здесь комфортный. Здесь можно развалиться и спать, конечно. Да? Вот сейчас это кресло отодвинуто до конца, до упора. Опять же, у меня очень много здесь места. И за счет этого багажник сзади получился небольшим. Но в отличие от Ion V, на переднем сидении я могу полностью выпрямить свою ногу в этом положении. Вот это уже хорошо. Это большой плюс. Ну а багажник мы замерим Антохами. Ну что, Антон, придется тебе еще раз поработать мерительным инструментом Не проблема. багажника. Так. А что, автодоводчика нету? Нету. Слушай. Опа. Тут, наверное, можно вот такую хитрость сделать. Ты нашел лайфхак. Да, там этого не было. Давай-ка проверим. Будьте добры, пожалуйста, закройте дверку. Пожалуйста. О. А здесь вполне нормально. Почти как в диване. В смысле BYD D1. По объему багажника вполне, в принципе, ну, мне кажется, где-то литров-то 400 есть. Ну, это максимум. Слушай, сиденья не регулируются. Ну, типа, я не могу их поставить как-то в другом наклоне, поэтому это вот единственный объем багажника максимальный, который мы можем сделать, это утопить нишу. Если, конечно, нишу поднять, то багажника нет, это маленько печально. Друзья мои, одной из причин, по которой мы приехали на эту выставку, является выбор автомобиля для Антона. Старые наши подписчики наверняка помнят, что Антон выбирает себе второй автомобиль. Он подходит к этому делу очень щепетильно, потому что это все-таки второй автомобиль. И давайте послушаем его мнение, что он думает по этому поводу. Нашел ли он для себя что-то интересное на этой выставке? Че завис? Да, блин, дизайн мне очень нравится. Это же Чанан, бензин. Ну вот, все ждем, когда же они выпустят электричку в подобном дизайне. Ладно, вернемся к тем, что здесь представлены электро. Слушай, ну вот сегодня мы посмотрели достаточно много моделей, я могу так сказать. P2, PE Pro 1, 3, 1, 2. Мимо. Там по цене слишком дорого, качество, ну цена-качество вообще мимо. Volkswagen ID4 мне зашел. Там
столько всяких приколюшечек интересных, нюансиков, которые мне очень зашли. Но там цена тоже мимо, потому что у меня принципиальный лимит это в 100 тысяч юаней. Понравилась ли тебе какая-то модель на этой выставке? Да, вот мне очень сильно понравился Aion Y. Прям мне понравился дизайн. Эти вот какие-то, вот, знаешь, вот крылья, как будто бы крылья. Я не знаю, как это еще сказать. Она с такими интересными оранжевыми вставками. Такой намек на агрессивную езду есть. Убранство в ней прям, ну, много ее много, но багажник, его нет. Это прям, ну, сильно печально, потому что я человек семейный, у меня есть коляски, у меня есть автокресло и тому подобное. Я даже туда, в принципе, 2 кресла поставлю авто, и все. На этом все закончится. А сумки при путешествиях, а все остальное никуда никак. Но я дам шанс этому автомобилю, я еще подумаю над этим очень сильно. А еще понравился мне Wellsmaster W6, но там цена мимо уходит. Что еще? Marvel седан. В принципе, интересная, классная машина. Опять же, цена плюс 70 тысяч юаней мимо. В этом ценовом диапазоне все-таки это, наверное, единственный вне конкуренции автомобиль, который бьет все рекорды, не знаю. Сейчас другие нервно курят в сторонке, потому что это, пожалуй, самый оптимальный автомобиль по цене и качеству, и дальности хода, по техническим характеристикам. Если вы, ребята, знаете что-то лучше, и мы это упустили, дайте нам знать. Друзья мои, ну на этой нотке мы не прощаемся с вами, не прощаемся с этим автомобилем. Нам он очень понравился, и у нас возникло такое желание прямо сейчас поехать в салон компании GAC и сделать обзор и тест-драйв на GAC Aion Y. Поэтому что нужно сделать? Правильно, подписаться на наш канал прямо сейчас, потому что, возможно, в одном из следующих выпусков вы увидите тест-драйв Aion Y. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Так, друзья мои, подходим мы к месту, где должен припарковаться автомобиль Антона. И я вижу, что он уже получил его. Я вижу, что я не успел. Естественно, владелец должен был успеть. И вот он, счастливый обладатель новенького автомобиля. Здорово. Привет. Ну чё? Вон тушечка моя. Ну-ка. Вот это что ли? Она сама ехала. Вот это что ли? А чё она такая грязная? Я говорю, сама ехала. А точно новая, а? Мне кажется, тебя обманули. Мне кажется, тебе сунули что-то. Китайскую подделку. И что там, пробег сколько? Не знаю, сколько там намотали они. 4,3. Подожди, а было 7,7. А, нет, 26. 26 километров. 26 километров. Было 7,7, стало 26. Где-то Катались. катались.